Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна. Я представитель агентства медицинского туризма Медию. Сегодня я приглашаю вас вместе со мной пройтись по клинике пластической хирургии ВЮ и немного узнать о работе клиники. Клиника ВЮ впервые открыла свои двери в 2005 году. Тогда она занимала скромное одноэтажное здание в районе метро Gangnam. Но благодаря деятельности директора и главного врача клиники доктора Чой Сун У, клиника расширилась, и в районе станции Шинонхён было построено отдельное 19-этажное здание, спроектированное специально для клиники ВЮ. Дмитрий, менеджер отдела по работе с русскоязычными пациентами, встретил и рассказал, а также показал нам клинику. Визит клиента в клинику начинается с первого этажа. Здесь находится лобби, также есть уютное кафе. После регистрации на первом этаже клиенты поднимаются на 4-й этаж. Здесь расположены кабинеты для консультаций. После консультации, если пациент согласен на операцию, ему необходимо пройти обследование. В клинике есть своя лаборатория, и перед операцией обязательно проводится анализ крови, кардиограмма и рентген грудной клетки. Нам рассказали, что клиника сотрудничает с больницей широкого профиля. И если показатели в анализах крови будут повышены, например, давление или высокий сахар будет, то пациенту назначат консультацию врача, который в свою очередь назначит лекарственную терапию. И только после того, как показатели в крови нормализуются, тогда только можно будет пройти операцию. Таким образом, клиника заботится о безопасности своих пациентов. Также в штате клиники есть специалист-маммолог. Перед маммопластикой всегда проводится УЗИ груди. Если при этом будут обнаружены какие-то образования, то тут же в самой клинике можно будет удалить их и только после этого сделать операцию. Также УЗИ обязательно после операции. Обследование проводится через 1 год, через 3 года и через 6 лет. Кроме того, доктора клиники сотрудничают с друг другом и с докторами других клиник для комплексного подхода. Часто пациенты консультируют несколько докторов. Например, при проведении челюстно-лицевых операций хирурги сотрудничают со стоматологами, ортодонтами. Клиника со стоматологией находится в том же здании. В клинике есть оборудование, моделирующее трехмерное изображение, позволяющее спрогнозировать то, как пациент будет выглядеть после операции. Это важно, например, перед маммопластикой или операцией по изменению формы лица. В клинике очень много пациентов. До ситуации с коронавирусом около 50% пациентов были иностранцами. Клиентов встречали прямо в аэропорту и провожали в клинику. Причем проживать можно также в самой клинике. На 7-м этаже здания располагаются гостиничные номера. Нам показали самый большой номер. Он оснащен всем необходимым и очень уютный. После операции очень удобно просто спуститься к себе в номер и отдыхать. А потом приходить на процедуры можно практически в гостиничных тапочках. К тому же помните кафе на 1-м этаже? По утрам для проживающих в номерах накрывают бесплатный завтрак. Номеров в здании клиники всего 7, и не всех желающих могут поселить, но вокруг клиники расположены другие отели. С ними у клиники есть договоренность о предоставлении проживания со скидкой. После операции пациенты получают дополнительный послеоперационный уход. Это ультрафиолетовые лампы, против отеков, массаж, пилинг. Все это помогает быстрому восстановлению и закреплению результатов операции. Если же пациент не готов к инвазивным операциям, в отделении дерматологии можно пройти аппаратные процедуры. Говорят, что в клинике ВЮ также работает доктор с золотыми руками. У нее есть награда за то, что она делает процедуру режуран совершенно безболезненно. Правда, я не знаю, как оценивали степень боли и кто был в жюри. Ладно. Главной целью нашего визита было интервью с доктором Юн Чанун, профессором, сертифицированным хирургом, работающим в области челюстно-лицевой хирургии. Если вы еще не видели это интервью, вы можете посмотреть его здесь. Когда я только вошла в клинику, то отметила, что атмосфера в клинике очень дружелюбная, семейная, такая расслабленная. Нет того напряжения, которое часто бывает в других клиниках пластической хирургии. И, видимо, это идет от самого директора клиники, доктора Чой Сун У. Можно сказать, что директор клиники и главный врач собрал у себя команду профессионалов. В клинике работает 16 докторов, и всего персонал клиники насчитывает где-то 200 человек. Сейчас доктор Чой Сун У занимается только маммопластикой, но в самом начале карьеры он делал все виды операций, начиная от контурной пластики и заканчивая липосакцией. Он принимал участие в цикле программ под названием «Let Me In». Это шоу активно шло в течение 4 лет в Корее, а потом перешло на международный уровень, и его стали проводить в других странах. Суть данной программы в том, что среди людей, которые страдают сильно выраженными несовершенствами внешности, причем это очень серьезные случаи, выбирают несколько человек и совершенно бесплатно преображают их внешность. Обычно это люди с очень сложной судьбой, которые помимо нестандартной внешности находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Так вот, доктор Чой Суну проводил операции как для жителей Кореи, так и для жителей Таиланда. Доктора Чой отличает очень серьезный подход не только к деятельности врачебной, но и к жизни в целом. Помимо того, что он действующий хирург, он очень активно занимается благотворительностью. В Индии, в небольшой деревне, благодаря доктору была построена школа. На этом мы заканчиваем рассказ о клинике View. С вами была Татьяна из агентства Медию. Мы занимаемся организацией медицинских услуг, в том числе пластической хирургии в Южной Корее. Для консультации с нами напишите нам. Контакты есть в описании ниже. Благодарим вас за то, что вы посмотрели наше видео до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих видео.